Здравствуйте, друзья! С вами Роман Фат. И сегодня я подниму тему, которую многие стараются обойти, но именно она разбивает судьбы и разрушает энергетическое поле. Запускает самые тяжелые программы. А звучит она просто. Никогда не принимайте их обратно. Даже если вы любили, даже если скучаете, даже если вам кажется, что все изменилось. Некоторые люди уходят из нашей жизни, чтобы больше никогда не возвращаться. Если вы нарушаете этот закон, последствия не заставят себя долго ждать. Как эзотерик с более чем 20-летним опытом я могу сказать с полной ответственностью. Возвращение некоторых людей – это не знак раскаяния, а ловушка. Энергетическая, кармическая, жизненная. Потому что они не возвращаются к вам. Они возвращаются к тому, что когда-то получали. К вашей энергии, к вашей любви и к вашему вниманию, к вашей стабильности. Но это не значит, что они изменились. Чаще всего наоборот. Они пришли, чтобы снова питаться вашей силой. Когда человек уходит, он разрывает энергетическое поле. Между вами возникает пустота. Иногда настоящая энергетическая воронка. И вы тратите колоссальные силы, чтобы ее затянуть. Чтобы восстановиться. Чтобы не сойти с ума от боли. А потом, когда вы все-таки поднялись, он стоит на пороге со словами «прости», «я ошибся», «я все осознал». И вот тут начинается настоящий экзамен. Потому что если вы открываете дверь, вы не просто впускаете человека. Вы впускаете всю его прежнюю энергию. Вы заново соединяете поле. Только теперь уже осознанно. Если раньше это было по воле случая, то теперь это осознанный выбор. Я хочу, чтобы вы услышали одну важную вещь. Это не про месть, не про обиду, а про охрану своего мира. Я расскажу вам историю. Женщина, которую я консультировал несколько лет назад, жила с мужем более 10 лет. Тихий, спокойный человек, но вдруг, внезапно он исчезает. Просто уехал в командировку и не вернулся. Ни звонка, ни записки, ни объяснения. Она прошла все стадии. От отчаяния и злости до полного опустошения. Но через год он вернулся. С букетом, с глазами полными слез, с рассказами о своей депрессии, о проблемах в его жизни. Я провел диагностику. И что я увидел? В энергетике пустота. Он вернулся не потому, что осознал, а потому, что исчерпал свои энергетические запасы. Его поле как бы сдулось. И он пришел туда, где когда-то питался энергией. К ней. Мы сделали работу. И она приняла решение не пускать его обратно в свою жизнь. Через несколько месяцев этот человек нашел для себя новую жертву. А еще через несколько месяцев снова исчез. Почему я вам рассказываю об этом? Потому что вы должны понимать, если человек ушел, он уже показал, как распоряжается вашим доверием. Теперь я хочу привести вам 5 случаев, когда возвращать человека опасно. Первое. Он ушел в момент, когда вы были на дне. В болезни, в беде, в слезах. Не смог или не захотел быть рядом. Это значит, что он с вами только в плюсе, а в минусе нет. Это не партнер, это попутчик. Второе. Он ушел, несмотря на ваши просьбы остаться. Несмотря на то, что вы открылись, молили, признавались в чувствах. А теперь он вернулся, когда вы восстановились. И это уже не про чувства, это про выгоду. Еще один признак. Он вернулся потому, что у него кончились ресурсы. Это потребитель. Он возьмет вашу энергию и снова уйдет. Еще один признак. Он поливал вас грязью. Рассказывал другим о вас. Раскрывал ваши тайны. И теперь пришел с раскаянием. Но человек, предавший однажды, предаст снова. И пятое. Его уход был манипуляцией. Чтобы вы прогнулись, подчинились, сломались. Он ушел, чтобы получить власть. И теперь вернулся, чтобы ее закрепить. Вы должны понять. Каждый раз, когда вы открываете дверь предателю, вы отдаете часть своей энергии. Потому что ваше поле уже один раз закрылось. И вы заново его распахиваете. И у таких людей цель одна. Не выстроить новые отношения, а восстановить
власть над вами. И даже сейчас, если он улыбается, вспомните, каково вам было тогда. Как вы лежали ночью в темноте, как сердце стучалось от боли, как вы просили Бога не проснуться утром. Не потому, что вы слабы, а потому, что вас разорвали изнутри. Именно тогда начался путь вашего энергетического исцеления. А теперь внимание. Возвращение бывшего – это всегда проверка. Проверка на зрелость души, на целостность вашего поля. Если вы впускаете в свою жизнь такого человека, вы как бы говорите Вселенной: я не прошел этот урок, я готов его повторить. И тогда вам его повторяют, только еще больнее. И тут возникает вопрос, что же делать, когда человек возвращается? Первое, не торопитесь, не бегите к двери, даже если сердце стучит. Пусть пройдет время, посмотрите, как он себя ведет. Пусть он докажет делом, а не словом. Второе. Если вы сомневаетесь, если ваша душа плачет, если внутри идет борьба, не спешите и сделайте обряд. Очень простой, но сильный. Возьмите свечу, встаньте перед зеркалом, зажгите свечу и скажите: я разрываю все связи, что ведут к боли. Пусть уйдет то, что уводит меня с моего пути. Пусть останется то, что дает свет. Моя душа не пристанище для чужих. Да будет так. Третье. Усильте защиту. Обновите энергетическое поле. Примите ванну с солью. Проведите чистку пространства. Четвертое. Понаблюдайте за знаками. Часто Вселенная дает сигналы в виде снов и подсказок. И, наконец, запомните. Никто не имеет права разрушать вас дважды. Вы центр силы. И вход в вашу жизнь только для тех, кто прошел внутреннюю трансформацию. Кто бережет, кто не предает и кто не ломает вашу жизнь. Если человек действительно изменился, вы это почувствуете не по словам, а потому, что ваша душа не напрягается рядом с ним. А если душа сжимается, не пускайте. Не бойтесь быть одинокими. Бойтесь снова стать пустым. Вы имеете право быть закрытыми. Вы имеете право сказать «нет». Даже если этот человек говорит: я все понял. Потому что если он действительно понял, он будет уважать ваши границы. Сила – это способность не пускать зло обратно в свою жизнь под видом любви. Если после всего, что произошло, вы все еще ощущаете осадок, а внутри где-то глубоко вам очень тяжело, как будто осталась некая трещина. Если воспоминания о человеке доставляют боль, как старый шрам, это значит, связь не до конца разорвана. Вы можете это исправить. Не просто забыть, не просто отпустить, а переписать свой жизненный сценарий. Так, чтобы тот, кто ушел, больше не имел власти над вашей судьбой. Для этого я даю вам специальный ритуал переписывания судьбы. Этот ритуал работает с вашим полем, выравнивает кармические узлы, закрывает двери в прошлое и создает новую линию жизни, свободную от боли, от привязки, от чужих решений. Он поможет вам восстановить силы, вернуть себя и снова почувствовать, что моя жизнь только в моих руках. Сделайте этот ритуал, если чувствуете, что не до конца отпустили. Он доступен по ссылке в описании к видео. Пусть он станет для вас началом новой главы вашей жизни. С вами был Роман Фат. Берегите свою душу, и пусть ваше «нет» станет тем светом, который однажды спасет вас от боли. До встречи.